Марвина Химейера иногда называют последним героем Америки. Это немного парадоксально, если знать, что он сделал. А он очень сильно обиделся на своих соседей, объявил им войну и разрушил целый город, хотя и небольшой. Химейер купил бульдозер и превратил его в танк, чтобы в прямом смысле снести все, что его раздражало. Масштаб и безумная целеустремленность этой мести сделали его легендой и персонажем мемов, а также кумиром ультраправых и анархистов. Ну а бывшие соседи вспоминают его до сих пор и описывают как человека, который по уровню эмоциональной зрелости находился где-то на уровне 5-летнего ребенка. Что такое киллдозер и как он был устроен? За что Марвин Химейер хотел отомстить целому городу? Почему он стал святым для современного движения Бугалу Бойс? И кто это такие? Давайте разберемся. Химейер родился в 1951 году на ферме в Южной Дакоте. Участвовал во Вьетнамской войне, правда не в джунглях, а был аэродромным техником на авиабазе. После демобилизации он стал сварщиком и в 1989 решил переехать в городок Гранд-Лейк в штате Колорадо. В целом его вспоминают как довольно приятного человека, рукастого, щедрого, но очень себе на уме. Семью он не завел, но зато любил катать молодоженов на снегоходах. Еще вспоминают, как он возглавил спасательную операцию по поиску друга, который попал в лавину. В соседнем городке под названием Гранби Марвин купил небольшой участок земли, чуть меньше гектара, за 42 тысячи долларов и построил там мастерскую по ремонту автомобильных глушителей. В Гранби он сразу привлек внимание своим громким энтузиазмом по разным городским вопросам. Например, он выступал за легализацию азартных игр, считая, что это может привлечь в город туристов и деньги. Из-за этого у него начались конфликты с местной церковью и журналистами. На фоне склок Химейер начал выпускать собственную газету с призывами превратить Гранби в Новый Вегас. Еще он призывал к закрытию местного бетонного завода Mountain Park Concrete, называя его неэкологичным и опасным. В общем-то, отсюда и начинается история конфликта, который привел к созданию киллдозера. Со временем завод начал расширяться и скупать земли вокруг, а мастерская как раз находилась неподалеку и мешала постройке. Хозяин бетонного завода по имени Коди Дочев и Марвин Химейер, два самых упертых и бескомпромиссных человека в городе, стали непримиримыми врагами. Со временем бетонный завод по бросовым ценам скупил всю землю вокруг. Оставалась только мастерская Марвина, которую он не хотел продавать, да просто из принципа. Сначала Марвин потребовал 250 тысяч долларов. Когда Дочев согласился, Химейер поднял цену до 350 тысяч. Когда согласились и на это, он взвинтил цену до миллиона. Впрочем, это версия владельца завода. Знакомые Химейера говорили, что бизнесмен предлагал ему издевательски малые суммы. Потом Дочев подключил связи. Химейеру перегородили подъезд к участку и запретили прокладывать новую дорогу. В банке к нему начали придираться из-за проблем с ипотекой и грозили отобрать дом в Гранд-Лейке. Начали напирать пожарные инспекции и налоговая. Потом власти выписали ему штраф в размере 2500 долларов за то, что на территории автомастерской валялись части автомобилей, что само по себе абсурдно, а также за то, что у мастерской не было доступа к канализации. Причем доступ к канализации ему ранее ограничил сам бетонный завод. Химейер оплатил штраф, написав на квитанции одно слово – «трусы». Вскоре после этого у него умер отец, а когда Марвин поехал его хоронить, мастерскую опечатали, отключили свет и воду. Это была последняя капля. В июле 2002 года Химейер отправился в Калифорнию, где на аукционе купил бульдозер Камацу. Изначально он хотел просто проложить к мастерской новую дорогу, но городские власти не дали на это разрешения. В октябре 2002 года Химейер объявил, что мастерская закрывается, и выставил весь инвентарь на продажу. Бульдозер продать не удалось. И Марвин по какой-то только одному ему известной причине увидел в этом знак от самого Бога. Он решил, что Бог поручил ему особую миссию. Химейер продал землю за 400 тысяч долларов компании по утилизации отходов. Затем он арендовал половину здания, которым ранее владел, объяснив, что ему нужно завершить кое-какие работы. Марвин построил в своей бывшей мастерской стену,
отделив свое пространство от остальной части здания, и сменил замки. «Интересно, что меня так и не поймали», — признавался он в своих записях. «Я более-менее постоянно работал над этим проектом 1,5 года. Его удивило, что несколько человек, посетивших сарай, не заметили модифицированный бульдозер. Да еще и с полностью выставленным на показ подъемным краном на 2000 фунтов. По какой-то причине их зрение было затуманено». Имелось в виду, видимо, что строящийся бульдозер-танк скрывали от посторонних глаз не иначе как ангелы. Химейер неоднократно упоминал бульдозер в разговорах с друзьями и коллегами, но никто, конечно же, не обращал на это внимания. Даже когда Марвин начал откровенно намекать на то, что хочет использовать его в разрушительных целях. Он выбрал для своей миссии бульдозер Komatsu D355A. Вес 56 тонн, мощность 400 лошадиных сил. Про себя он называл его МК-танк, сокращенно от танк Komatsu Марвина. Об этом стало известно позже, благодаря найденным в его доме аудиозаписям. Марвин навесил на бульдозер мощную композитную броню. В разрезе она выглядела так: 1,5 сантиметра стали, затем 10 сантиметров бетона и снова 1,5 сантиметра стали. В некоторых местах общая толщина брони достигала 30 сантиметров. Защита покрывала кабину, двигатель и части гусениц. Это был такой цельный панцирь, который Химейер опустил на бульдозер сверху. Для этого, собственно, и нужен был кран. Чтобы водитель мог ориентироваться, бульдозер был оборудован несколькими видеокамерами, которые Химейер подключил к 2 мониторам. Камеры были защищены щитами из прозрачного пуленепробиваемого материала толщиной 76 мм. Для сдувания пыли с них Марвин установил сопло со сжатым воздухом. Как вскоре стало ясно, броня получилась фактически неуязвимой для огнестрельного оружия. Ее мог бы, наверное, пробить противотанковый гранатомет, но противотанковых гранатометов у полиции маленького городка не оказалось. В кабине Марвин установил кондиционер и вентилятор. В корпусе были проделаны 3 бойницы для 3 разнокалиберных винтовок. Кроме винтовок, у Химейера были при себе 3 пистолета, противогаз и холодильник с едой, водой и пивом. Запасов было столько, что хватило бы на неделю. 4 июня 2004 года в 14:15 из мастерской вырвалось бронированное чудовище, которое позже станет известно как киллдозер. Заморачиваться с открытием ворот Химейер не стал, проехал прямо через стену. В конце концов, он отправлялся на задание, которое, как ему казалось, дал ему сам Господь. Всего за 2 часа 7 минут Марвин проехался по всему городу, уничтожил или повредил 13 зданий и нанес ущерб на $7 миллионов. К счастью, ни один человек, кроме него самого, не погиб. Первой целью ожидаемо стал особо ненавидимый бетонный завод, который Химейер практически уничтожил. Во время нападения его злейший враг Коди Дочев как раз находился внутри. Несколько сотрудников попытались остановить бульдозер, запихивая предметы в гусеницы, чтобы их заклинить, но безуспешно. Коди Дочев несколько раз выстрелил по бульдозеру из пистолета и попытался забраться наверх, а затем пробовал протаранить его погрузчиком. Не помогло. Марвин активно отстреливался из винтовки. По иронии, бетонный завод был построен из довольно хрупких материалов, и Химейер быстро расправился с ним, а потом поехал мстить дальше. В его списке обид было 15 зданий и 107 человек. Все так или иначе чем-то его обидели. А он, как выяснилось, был из тех людей, которые все записывают. К моменту, когда от завода остались одни руины, на место уже прибыл помощник шерифа с патрульными. Толпа полицейских без всякого результата стреляла по броне киллдозера, целясь в камеры. Химейер гонялся за ними на бульдозере. В какой-то момент он просто раздавил огневую позицию патрульных, разбежавшихся в разные стороны за секунду до того момента. От бетонного завода Химейер повернул в сторону города. Офицеры запросили эвакуацию жителей. Пока бульдозер ехал к Гранби, на него забрался помощник шерифа, бросив светошумовую гранату в выхлопную трубу. Но оказалось, что Марвин предусмотрел даже это. Он заранее вставил туда решетку. Следующей целью стала мэрия Гранби. В этот момент в ее библиотеке шел урок истории. Школьников эвакуировали всего за несколько минут до того, как Химейер добрался до здания. Разрушив ратушу, он направился в банк Liberty Savings.
затем к офису местной газеты, а после к домам тех граждан, которые активно выступали против него. Особенно его интересовал дом бывшего мэра. По дороге Марвин сносил деревья и светофоры и стрелял по полицейским. Впрочем, целился поверх голов. Шутить он при этом не шутил и в конце концов приехал на склад пропана, где хранилось где-то 100 тысяч литров сжиженного газа. И он начал стрелять по резервуарам, а затем по стоявшим поблизости трансформаторам. Видимо, это был запланированный финал мести — взорваться самому и взорвать весь город. Если бы случился взрыв, в опасности были бы все, кто находился в километре от эпицентра. К счастью, поджечь трансформаторы ему не удалось. Примерно в этот момент известия об атаке дошли до губернатора штата. Паника и неразбериха была такой, что губернатор в какой-то момент собрался звонить в Национальную гвардию и запрашивать удар по бульдозеру с воздуха, желательно с боевого вертолета «Апач». От этой идеи отказались только из опасения, что вертолет разнесет то, что в городе еще оставалось целым после бульдозера. Последней остановкой стал хозяйственный магазин Gamble Store, хозяин которого выступал против Марвина на слушаниях по бетонному заводу. Здесь гусеницы провалились в подвал, а бульдозер застрял. Кроме того, у него был поврежден радиатор. Одна из пуль рикошетом все-таки его задела. К этому моменту в город уже прибыл спецназ. В 16:30 один из его бойцов услышал одиночный выстрел из кабины киллдозера. Вскрыть броню не удалось даже с помощью взрывчатки. После 3 взрывов стальные листы разрезали с помощью ацетиленового резака. Проникнув внутрь, полицейские обнаружили, что выйти наружу из киллдозера было невозможно. Конструктор киллдозера изначально не планировал выбраться обратно живым. Всего за 2 часа Марвин Химейер разрушил почти весь центр города. Кроме бетонного завода и ратуши пострадали редакция газеты, строительная компания, электрическая компания, банк, а также дом бывшего мэра, хозяйственный магазин и несколько жилых домов. Чего он добился? Удивительно, но в общем ничего. Бывший мэр на тот момент уже пару лет как был мертв. Бетонный завод возобновил свою работу спустя 10 дней. Остальные получили страховки. Все было отстроено заново. В самом Гранби Марвина запомнили как легендарно упрямого идиота. Позже следователи обнаружили список Химейера из 107 человек, которые, по его мнению, были перед ним виноваты. Туда вошли различные компании, судьи, политики, редакторы газет и все, кто выступал против него в прошлых спорах. Одним из пунктов шла местная католическая церковь из-за спора о легализации азартных игр, а также из-за теологических разногласий. Интересно, что в год атаки киллдозера Марвин Химейер почти не удостоился внимания в прессе. Были новостные ролики по несколько минут, не больше. Слава пришла к нему гораздо позже, в 2010-х, с развитием культуры мемов. Создатель киллдозера сначала стал персонажем многочисленных шуток и фанатских картинок, а затем кумиром американских альтернативных правых. В их глазах его поступок превратился в патриотический акт гражданского неповиновения, в бунт одиночки против коррумпированных властей. Особенно отличилось сообщество Бугалу Бойс, дикая смесь анархистов и ультраправых, убежденных в том, что грядет новая гражданская война против правительства. Помимо одежды в стиле милитари, на акциях протеста их можно опознать по гавайским рубашкам. Своеобразная дань уважения Марвину Химейеру, который любил их носить. Один из активистов этого движения даже устроил засаду на полицейских в городе Санта-Крус и убил одного из них. Перед арестом Бугалу Бой написал кровью на капоте автомобиля: «Я стал неразумным». Это отсылка к самой известной цитате из дневника Химейера. «Иногда разумные люди должны совершать неразумные поступки», писал Марвин Химейер в своей книге «Обид». В дополнение к тетрадям Химейер записал 3 аудиокассеты, объясняющие его мотивы и позицию. В основном там рассуждения о том, что Бог поможет ему построить бульдозер и направит карающие гусеницы. В 2005 году городские власти сдали киллдозер на металлолом. Его на всякий случай распилили на множество частей и отправили на разные свалки, чтобы народ не растащил на сувенир.